Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об озере Балхаш. Что мы знаем о нем? Балхаш звучит как Байкал, только находится он в Средней Азии, и похож он не только названием. Та же форма неправильного полумесяца, такая же непохожесть земель по разные стороны озера, тоже с придыханием моря в терминологии местных жителей. Только для жителей Балхаша даже большее море, чем Байкал в богатых на воды Сибири. Балхаш словно среднеазиатский Байкал, но с собственным характером и уникальными загадками. Если Байкал — это сердце Сибири с его кристальной водой и ледяной глубиной, то Балхаш — горячее сердце Центральной Азии. Это озеро, как и Байкал, является природным чудом, но его красота особенная, жаркая, знойная, словно сама азиатская степь, из которой он рождается. Балхаш, как и Байкал, манит своей величественной необъятностью, только здесь нет лесов. Его берега окружают пустыни и степи, которые кажутся безжизненными, но полны скрытой энергии. Оба озера, Балхаш и Байкал, являются для своих народов чем-то больше, чем просто водоемами. Это символы силы и стойкости, природные сокровища. Только Байкал — это таинственная, глубокая северная душа, а Балхаш яркая и теплая, как солнце над азиатской степью. О Байкале был разговор. Есть видео на канале. Мы сегодня поговорим о Балхаше, одной из самых удивительных и загадочных мест Казахстана. Поехали! Юго-восток Казахстана, или как его еще называют Семиречье, наиболее своеобразный район этой страны. Обширные, разнообразные каменистые, глинистые, солончаковые, песчаные пустыни прорезаны сильными пересеченными девственными отрогами Джунгарского Алатау. Могучий хребет Заилийский Алатау придает этому району неповторимую живописность и, конечно же, сокровищница края — озеро Балхаш. Семиречье – это исторический и природный регион на юго-востоке Казахстана и частично в Кыргызстане, известный своей необыкновенной природной красотой, богатой историей и культурным наследием. Название Семиречья произошло от слова «житысу», что буквально означает «семь рек», ведь эту область пересекают реки, спускающиеся с гор Заилийского и Джунгарского Алатау, питая плодородные земли и образуя уникальный природный ландшафт. На самом деле рек намного больше, но из основных реки Аягос, Лепсы, Аксу, Каратал и река Или впадают в озеро Балхаш. Не вытекает ни одна. По этой причине это бесточное полупресноводное озеро, второе по величине непересыхающее соленое озеро после Каспийского моря и 14-е в списке крупнейших озер в мире. Его общая длина составляет около 600 километров, ширина варьируется от 9 до 70, а площадь достигает примерно 18 тысяч квадратных километров. Озеро Балхаш лежит на высоте 342 метра над уровнем моря и имеет форму длинного полумесяца. Котловина озера состоит из нескольких видов впадин, глубина которых в западной части озера составляет 12 метров, а в восточной, которая находится ближе к горным массивам Джунгарского Алатау, до 26. На севере озеро ограничено мелкосопочником Сары-Арка. Мелкосопочник Сары-Арка или казахский мелкосопочник – это обширная область в центральном Казахстане, представляющая собой уникальный природный ландшафт, известный своим сложным рельефом и разнообразием форм. Сары-Арка – это казахское слово, которое переводится как «желтая гряда», и оно полностью оправдывает свое название, создавая образ волнистых холмов, простирающихся до самого горизонта. Хребты Тарбагата и Джунгарский, он же Семиреченский Алатау, создают естественные барьеры, ограничивающие восточную часть Балхаша. Джунгарский Алатау с его величественными вершинами, покрытые снегом, обеспечивают сток пресной воды, которая попадает в озеро через реки. На западе Балхаш граничит с пустыней Бетпагдала, также известная как Голодная степь, что точно описывает суровый и неприветливый характер этой местности. Бетпагдал
Сундала охватывает площадь более 75 тысяч квадратных километров и отличается крайне засушливым климатом с резким перепадом температур. На юго-западе Чуилийские горы, которые являются частью Заилийского Алатау. Эта зона включает горные массивы и сухие предгорья, плавно переходящие в полынную степь Жусандала. На юге озера Балхаш простираются пустыни Таукум и Сараиси-Катарау, которые являются важной частью его географического окружения и дополняют картину сурового ландшафта региона. Таукум – это песчаная пустыня, расположенная к югу от Балхаша и тянущаяся до предгорий Заилийского Алатау. Ее название переводится с казахского как «горный песок», что точно отражает ее природу. Бескрайние песчаные дюны и холмы, пересекающие каменистые участки и солончаки. Да и Сараиси-Катарау – крупная песчаная пустыня. Ее название в переводе с казахского означает «желтый полуостров». Между этими пустынями проложила свой путь Или, или Иле, одна из крупнейших рек Центральной Азии и главный приток озера Балхаш. Ее воды играют жизненно важную роль в поддержании уровня воды в озере, особенно в западной, пресной его части. Река Или берет свое начало в горах Тяньшаня на территории Китая и протекает через западную часть китайского Синьцзяня, после чего пересекает границу Казахстана и впадает в Балхаш. На сегодняшний день до 80% пресной воды в озеро Балхаш поступает именно из Или. Другие реки, впадающие в восточную часть озера, такие как Каратал, Лепсы, Айгуз, Тентек, Каксу и Аксу, пополняют его водой в меньшей степени, поскольку значительная часть их воды используется для орошаемого земледелия и хозяйственных нужд. В связи с малым поступлением поверхностных вод в восточную часть озера Балхаш и сильным испарением, вызванным жарким климатом Средней Азии, здесь на протяжении сотен лет происходило повышение концентрации солей в водах озера и прибрежных малых озерах, что привело к образованию соленой воды в этой части озера. Все бесточные водоемы юга соленые, таков Арал, Каспий, да и многие другие. Но Балхаш соленый только наполовину. Его западная часть, питаемая могучей рекой Или, пресная. В этом Балхаш уникален. Нет в мире ни одного озера, разделенного на две части, соленую и пресную. Но не всегда Балхаш был таким. Он все время видоизменялся, а очень давно его совсем не было. Балхаш лежит в наиболее глубокой части обширной Балхаш-Алакольской котловины, которая образовалась в результате прогиба Туранской плиты в неоген-четвертичное время и впоследствии заполнилась песчаными речными отложениями. Котловина входит в систему разломов Джунгарского Алатау, в которых также расположены озера Сасыколь, Алаколь и озеро Эбинур за Джунгарскими воротами. Эти озера являются остатками древнего Ханхайского моря, некогда занимавшего всю Балхаш-Алакольскую впадину, но не соединявшегося с Арало-Каспийским бассейном. И наиболее приемлемой для людей, верующих в науку, на сегодняшний день гипотезой происхождения Балхаш-Алакольской впадины считается тектоническая, возникшая в результате длительных геологических, тектонических и гидрологических процессов. В дальнейшем при периодичной смене гидрологических и климатических условий на планете Земля произошло образование крупного бесточного Балхаш-Алакольского водного бассейна. Эти природные катаклизмы привели к таянию высокогорных снегов и ледников на горных хребтах, что вызвало увеличение притока воды в реках и выноса песка в вышележащие межгорные впадины. Впоследствии накопленные воды, насыщенные песчано-глинистой массой с межгорных впадин под большим напором, стекали через горный проход Джунгарских ворот в Балхаш-Алакольскую впадину, наполняя ее водой и песчано-глинистым материалом, превратив со временем в большую песчаную пустыню с бесточными остаточными озерами Балхаш, Сасыколь и Алаколь. На заключительном этапе формирования озера Балхаш большую роль сыграли древние дельты рек Или и Такрау, которые, соединившись, разделили озеро Балхаш на две части – пресноводную западную и соленую восточную. До этого озеро Балхаш представляло собой единое обширное озеро без разделяющего полуострова с солоноватой водой.
Так случилось, что в результате частых трансгрессий и регрессий ввод озера Балхаш, происходивший с 5-6 века до нашей эры, наносной деятельности этих рек стала слишком высокой. Это привело к расширению и удлинению дельт реки Такрау и Или, которые в конце 6 века нашей эры воссоединились между собой в единый массив перешеек, расчленив при этом данный водоем на две части. Основную роль в этом разделении сыграла именно река Такрау. Она на то время была очень полноводной и несущей с собой большое количество твердых взвешенных осадков в виде ила, глины и разнозернистого песка. При впадении в озеро Балхаш река Такрау создала большую дельту длиной до 50 километров и шириной до 40 с многочисленными рукавами, которые постоянно увеличивалась в сторону древней дельты реки Или, пока не воссоединилась с ней и разделила озеро Балхаш на два водоема. Остатки дельты с рукавами на сегодняшний день хорошо сохранились в северной и северо-восточной части полуострова Сыроисик, которые можно увидеть на спутниковых картах. В XII веке на территории Средней Азии происходило последнее масштабное глобальное потепление, приведшее к широкомасштабному таянию ледников в горах. Эти климатические процессы в XIII веке вызвали увеличение воды в Джунгарской впадине и в реках, впадающих в Балхаш-Алакольскую впадину, что привело к очередному поднятию уровня воды в озерах Балхаш, Алаколь и Сасык-Коль на несколько десятков метров, которые впоследствии в очередной раз воссоединились и образовали единый Балхаш-Алакольский водоем. При последнем затоплении Балхаш-Алакольской котловины в середине 13 века южная береговая линия озера Балхаш проходила севернее поселка Баканас, затопив тем самым всю плодородную древнюю дельту реки Или и северную часть пустыни Сарыеси-Катырау с ее земледельческими, животноводческими и соляными поселениями, что привело к переселению проживающих племен в другие места. Со временем уровень воды в озере Балхаш начал падать, и берега его начали приобретать современные очертания. Река Или в связи с повышенной наносностью изменила свое направление и начала протекать по западному рукаву старой дельты, образуя новую дельту с многочисленными разветвлениями рукавов, впадающих в юго-западную часть озера Балхаш, а обезвоженная территория древней дельты реки Или превратилась в пустыню с дюнами и барханами. На данный момент береговая линия Балхаша сильно извилистая, с множеством различных по размеру заливов. Глубокие заливы и далеко впадающие в озеро полуострова сменяют друг друга. Но, например, полуостров Кентубек нельзя ни с чем спутать. Странный этот полуостров, как ложка на тонкой длинной ножке, соединяющаяся с материнским берегом. В западной и северной части озера берега в большинстве случаев каменистые и скалистые, высотой до 30 метров. Южные берега более низкие, топкие и песчаные. Они периодически затапливаются в высокую воду, в результате чего их прибрежная зона испещрена многочисленными мелкими солеными озерами, зарослями густого камыша и песчаными размытыми холмами. На озере имеются несколько крупных островов: Аяк-Арал, Тай-Сайган, Бас-Арал, севернее острова Тасарал, остров Каржин, Ультаракты и остров Алгазы. Между длинным полуостровом Байгабыл и широким полуостровом Балай озеро глубоко прорезает берег узким заливом Балык-Тыколь, что в переводе означает «рыбный». На середине самого начала залива тянутся один за другим мелкие острова. Настоящий архипелаг. У выхода залива, почти против поселка Каракумы, расположен последний остров архипелага. Местные жители его называют Шайтан-Арал, что является островом дьявола. Все остальные острова объединены общим названием Абды-Карал. Озеро Балхаш из-за своих размеров и месторасположения совместно с долинами рек Или, Каратал, Лепсы, Айгуз, Тентек, Коксу и Аксу на протяжении многих сотен лет играли заметную роль в истории развития Казахстана и проживающего здесь народов. Первые историко-географические сведения об озере Балхаш появились у китайцев, которые, имея контакты со Средней Азией, раньше других могли познакомиться с этим регионом. Пространство к западу от Великой Китайской стены китайцы называли Сиюй, западный край, и знали о его существовании еще в 120 году до нашей эры. С 8 века территория от озера до гор Тяньшаня известна как Семиречье, где смешивались культуры кочевых и оседлых народов Средней Азии.
Александр фон Гумбольдт полагал, что озеро Балхаш было известно китайцам под именем Сихай – Западное море. Это название было перенесено в атлас 1855 года. Название Балхаш-Нор – озеро Балхаш, данное озеру джунгарами и калмыками, отражено на карте Юлиуса Клапрата 1833 года, составленной по съемкам европейских послов. Тюрки и монголы, обозначавшие белым цветом все географические объекты к западу от своих поселений, назвали его Ак-Денгиз – Белое море. А когда границы их государств отодвинулись на запад, то озеро стало синим, восточным – Кукча-Денгиз. Казахи именовали озеро Тенгиз, что означает море. Одним из первых европейцев, описавших в 1695 году Балхашский водоем как море Тенгиз и изобразившим его на карте под названием «Чертеж земли всей безводной малопроходимой каменной степи», был тобольский картограф Семен Ремезов. В целом данная карта была весьма неточная, так как Семен Ремезов составил ее со слов проживавших там местных старожилов и послов, посещавших эти земли. В 18 веке Тенгиз появляется на нескольких картах. В изданной в 1716 году карте шведского офицера Рената очертания озера были наиболее близки к действительности, а также на карте России Великой Татарии, которая была составлена капитаном Филиппом Страленбергом и издана в 1730 году в Стокгольме. После падения Джунгарского ханства в 1756 году с караванами в Западный Китай стали посылаться геодезисты, и к началу 19 века существовало уже несколько распросных карт Джунгарии. Однако достоверных сведений о Прибалхашье и самом озере не было. В период с 1837 по 1843 год было совершено несколько экспедиций в район озера, изучены его берега и произведен пробный лов рыбы. Экспедиция 1851-52 годов изучила глубины озера и возможность судоходства на нем. В 1850-60-х годах впадину Балхаша и бассейн реки Или исследовал казахский ученый Валиханов, который указал на сходство происхождения и исторического формирования впадин Балхаша и Алаколя. В 19 веке озеро Балхаш и прилегающие территории привлекали внимание исследователей и путешественников, стремившихся изучить географию, природу и ресурсы Центральной Азии. Однако активное промышленное освоение региона произошло в 20 веке. В 1930-х годах началась активная индустриализация региона с целью экономического развития Казахской ССР. В 1937 году был основан Балхашский горно-металлургический комбинат, который стал крупным промышленным предприятием по переработке медной руды. Комбинат использовал местные ресурсы, включая медные и другие рудные месторождения, что способствовало экономическому росту региона, созданию рабочих мест и привлечению населения. Комбинат стал важным элементом советской экономики и обеспечивал значительную часть производства меди. Однако деятельность комбината сопровождалась экологическими проблемами, загрязнением воды и воздуха, тяжелыми металлами и отходами производства. В середине 20 века началось активное использование воды реки Или для нужд орошения и сельского хозяйства. Были построены ирригационные системы, что позволило значительно увеличить площади сельскохозяйственных угодий в регионе. Однако это привело к уменьшению притока воды в озеро Балхаш, что стало причиной постепенного снижения уровня воды. Проблема, возникшая в результате водозабора для нужд орошаемого земледелия, схожа с ситуацией, произошедшей с Аральским морем. Бывшее четвертым по величине озером мира, Аральское море, находится на границе Казахстана и Узбекистана, с 1960-х годов начало мелеть и высыхать. Причиной был неконтролируемый забор вод из двух рек, которые питало озеро – Амударьи и Сырдарьи. В 1989 году море распалось на две части, а к настоящему времени от него остались лишь небольшие фрагменты. Аральское море исчезло исключительно по вине человека, и вскоре его судьбу
может повторить Балхаш. И точно по такой же причине. Проблемы озера наблюдаются на протяжении десятилетий. Причем сейчас в этом больше будет виноват, как ни странно, и Китай. Казалось бы, Китай далеко. Но и дело в том, что река протяженностью в 1500 километров питается от ледников и частично проходит по территории Китая. Конечно, воду из реки потребляет и Китай, и Казахстан. Но на китайской стороне вода используется намного активнее. Долина реки Или для Китая – один из самых плодородных районов Синьцзяня. За последние 20 лет, как показало исследование спутников снимков, китайская сторона увеличила площадь орошаемых пахотных земель на 30%. Китай благодаря воде из Или орошает поля, где выращивает хлопок и рис. А недавно проведенные исследования показали, уровень воды в озере Балхаш будет снижаться практически при любом развитии ситуации. Частично решить проблему можно, если Китай перейдет на более экологические технологии и будет выращивать в долине культуры, не так сильно зависящие от орошения. Решать проблему нужно, но китайские власти вряд ли хоть как-то отреагируют на любые призывы. Кстати, в 70-е годы Балхаш уже был под угрозой гибели. Тогда советские власти построили выше по течению Капчагайское водохранилище, чтобы дать электричество в Алматы. И пока водохранилище наполнялось, уровень озера Балхаш все 17 лет падал. Восстановить прежний уровень воды в нем удалось только к 2005 году. Китайские власти пока же только акцентируют внимание на сбросе сточных вод в реку Или, а о проблеме озера Балхаш китайские ученые практически не упоминают. В Казахстане планируют построить первую атомную электростанцию в поселке Улькен Алматинской области на берегу озера Балхаш. Говорят, что строительство АЭС на берегу озера Балхаш – это не угроза для экологии региона, а шаг к энергозависимости и устойчивому развитию Казахстана. Современные технологии позволяют минимизировать использование воды, обеспечивая при этом безопасную и эффективную работу станции. Более того, успешный опыт других стран показывает, что АЭС может гармонично сосуществовать с природной средой, не причиняя ей вреда. К сожалению, у Казахстана, возможно, накоплено недостаточно негативного опыта из-за радиации, попадавшей в окружающую среду после ядерных испытаний, например, на Семипалатинском полигоне. Как будто не было катастрофы в Чернобыле. Да что там говорить, у высокотехнологичной Японии произошла чудовищная авария на АЭС Фукусима в 2011 году. Прошло 13 лет, но на территории станции продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. После аварии правительство Японии отменило стратегический план, который предусматривал выработку 53% электроэнергии за счет АЭС. К 2030 году большинство атомных станций в стране не эксплуатируется, и часть этих мощностей вынуждена заменить углем. Несмотря на продолжающуюся дискуссию, возможно ли выполнить климатические цели без атомной энергии, правительство не спешит снова строить АЭС. В 2019 доля атомной энергии в Японии составила всего лишь 6%, а доля возобновляемых источников около 20%. Японцы понимают и делают выводы. Хорошо бы, если люди Центральной Азии тоже понимали, что озеро Балхаш и его реки – это целостный живой организм, не канава, которую можно раскопать, повернуть, перегородить. Поэтому в решениях, которые принимаются чиновниками или бизнесом, должны учитываться, а не нарушаться законы природы. Но для такого подхода нужны иные рамки управления, в которых все игроки будут видеть связь и зависимость своих экономических, социальных интересов и даже шире своих жизней от сохранения природной основы. Балхаш требует помощи, и половинчатым решением для его спасения не обойтись. Уникальное озеро пустыни должно жить, ведь природа озера уникальна и всегда отличалась контрастностью и богатством до недавнего времени. По берегам впадающих в озеро рек расположены уникальные природные образования, напоминающие оазисы, тугайные леса. В них растут тамариск, облепиха, специфичные виды ив и тополей, туранги. У разных народов есть свои священные легендарные деревья. У европейцев это дуб, у индейцев секвоя, у африканцев баобаб, у японцев сакура. И у древних казахских народов было дерево, которому они поклонялись и считали священным. Это туранга. Туранга, таграк, туранговый тополь
тополь ефратский. Все это разные названия одного и того же дерева. Некоторые историки полагают, что название пошло от древнего государства Туран, а казахи называют это дерево желтуранга, то есть туранга, призывающая ветер. Оно даже в тихую погоду качает ветвями из стороны в сторону и даже в самую сильную жару дает прохладную тень. Дерево необычно тем, что его листья имеют разную форму. Если взять веточки из нижней и верхней части кроны, то создается впечатление, будто они от разных деревьев. Поэтому туранга еще называют тополем разнолистным. Особенно много туранговых рощ было в Северном Прибалхашье. К сожалению, их нещадно вырубили. А самые крупные массивы казахстанской туранги, как утверждают специалисты, остались под гладью Капшагайского водохранилища. Много было саксаула. Целые саксауловые леса. Они представляли собой уникальный природный феномен, характерный для пустынных и полупустынных ландшафтов вокруг озера Балхаш. Эти леса играют важнейшую роль в экосистеме региона, помогая стабилизировать почвы, предотвращать эрозию и поддерживать биоразнообразие в условиях сурового климата. Однако и они были подвержены значительным угрозам, включая вырубку деревьев для топлива, чрезмерный выпас скота и изменение климата. Нижний ярус оплетен лианами ежевикой или калистигией, земля покрыта камышом, травами и злаками. Есть эндемики, например, камыш казахстанский. В водах произрастают роголистники, рдест и перистолистники. Пустынные прибрежные части представлены выносливыми растениями, полынью, солянкой, сверхвыносливыми жузгунами, селитрянкой, кустики терескена, полынь и кое-где чингиль. Камыш, обильно росший на южном берегу озера, особенно в районе дельты Или, служил отличным прибежищем для птиц и животных. Изменение гидрологического режима ниже Капчагайского водохранилища привело к деградации дельты Или. С 70-го года прошлого века его площадь уменьшилась в 2 раза, в результате чего сократились водно-болотные угодья и тугайные леса, места обитания птиц и зверей. Освоение земель, применение пестицидов, перевыпас скота и вырубки камыша также повлияли на биоразнообразие бассейна. Среди перелетных птиц на озеро Балхаш можно увидеть целые стаи белолобого гуся, казарку, розового и серого журавля, а также крахалей и песчанок. Эти птицы мигрируют каждый год на тысячи километров, чтобы провести зиму в более теплых регионах. Гнездившимся видом в окрестностях озера Балхаш можно отнести тополянку, гуменника, кочевого орла, коршунов. Они выбирают для гнездования отдаленные неприступные участки, где можно найти достаточно еды и воды. К зимующим видам птиц на озере Балхаш относятся еще и чайки, серые куропатки и стайки вьюрков. Они прилетают в зимний период из более северных регионов, где находится их привычная зона обитания, и проводят здесь зиму. Особенно важна эта территория в качестве места гнездования кудрявого и розового пеликанов, колпицы, савки, белоглазой чернити, орлана белохвоста, а прилежащие пустыни саксаульной сойки саджи, чернобрюхого рябка. У берега по воде не спеша бродят ходулочники, сверкая красными ногами. Утки-отайки, крупные бело-черные уточки, лежащие на воде, положив голову на спину. А вот на мыске замерли черные бакланы. С нежно-белыми точками на темно-синей воде красуются серебристые чайки. Фауна озера была довольно богата, но начиная с 1970-х годов биоразнообразие начало снижаться из-за ухудшения качества воды. До того времени Бентос представлялся моллюсками, личинками ракообразных, водных насекомых. Также представлены комары-звонцы, малощетинковые черви. Зоопланктон также был достаточно обилен, особенно в западной части. В озере водилось около 20 видов рыб, из которых 6 являлись родными. Илийская и балхашская маринки, балхашский окунь, пятнистый одноцветный губач и балхашский гальян, а остальные интродуцированными, то есть завезенные человеком. Сазан, шип, восточный лещ, аральский усач, сибирский елец, карп, линь, судак, сом, серебристый карась, крайне живучий переселенец змееголов и многие
многие другие. Из 342 видов позвоночных 22 занесены в Красную книгу Казахстана. В лесах дельты до середины 20 века водился туранский тигр, который питался обитавшими там кабанами. Хотя кабаны остались, полосатый кошек уже не встретить. Сайгаки, степные антилопы, которые мигрируют через степи и полупустыни вокруг озера, лисицы-корсики и степные волки, хищники, обитающие в степных районах и питающиеся мелкими животными и птицами. Тушканчики и песчанки, мелкие грызуны, играющие важную роль в пищевой цепи региона. В сухих, степных и полупустынных зонах вокруг озера Балхаш обитает множество видов рептилий, ящерицы и змеи, включая узорчатого полоза и степную гадюку, которые прекрасно приспособлены к жаркому климату и каменистым почвам. Черепахи, которые встречаются вблизи водоемов и питаются растительностью. Балхашская экосистема богата насекомыми, которые играют важную роль в поддержании экологического баланса. Среди них можно встретить как скорпионов, так и каракуртов, разнообразных жуков и бабочек, которые адаптировались к местным условиям. Комары и мошки – обычное явление в летние месяцы, особенно вблизи воды и тростниковых зарослей. Еще в начале 50-х прошлого века здесь водилась замечательная птица-стрепет. Сейчас ее совсем нет. Тогда же в пустынях летали тысячные стаи чернобрюхого рябка, бульдурука или саджа. Ныне об этих стаях могут рассказать только пожилые люди. Чернобрюхий рябок, так же как и стрепет, занесены в Красную книгу Казахстана. На перевале Курдай зимовали стада крупной птицы – дрофы. Сейчас бесполезно искать встречу с этой птицей. Ее не стало. Изумительное, грациозное животное, оживляющее ландшафт пустыни Джейран, плодовитый, питающийся растениями, который пренебрегает даже овца, когда-то был очень многочисленен. И только совсем недавно, в 2018 году, постановлением правительства Казахстан был создан государственный природный резерват Иле-Балхаш, общая площадь которого составляет 415 тысяч гектаров. В Казахстане запущен проект интродукции амурского тигра в дельте Или и других рек, вливающихся в озеро Балхаш, реинтродукция бухарского оленя, реинтродукция куланы и сохранением других видов флоры и фауны озера Балхаш. Для создания резервата понадобилось более 8 лет работы, проведенной совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана, которая включала в себя комплексные научные исследования, разработку естественно-научного и техническо-экономического обоснования создания резервата Иле-Балхаш. И это очень хорошо. Ведь сохранение озера Балхаш и обеспечение его устойчивого использования – важные задачи для будущих поколений. Но все еще впереди. Необходимы комплексные меры по защите водных ресурсов, улучшению управления промышленными отходами и сохранению уникальной флоры и фауны региона. Ведь озеро Балхаш – это не просто географический объект, а символ природы и культурного наследия, который заслуживает уважения и бережного отношения. Только совместные усилия ученых, экологов, властей, да и местного населения помогут сохранить это уникальное место для будущих поколений. Озеро Балхаш – уникальное природное сокровище Казахстана и всей Центральной Азии. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.